Плохую новость сообщили из Дагестана. Позвонила Мадина и сказала, что с псом, которого она подкармливала несколько лет, еще с тех пор, как он был щенком, случилось несчастье и он больше не ходит. У собаки нет возможности спрятаться от холода, да и хорошего ветеринара в Махачкале найти сложно. В местной клинике, куда женщина обратилась, для собаки не нашлось самых простых обезболивающих. Помочь животному было некому, за такие сложные случаи берутся далеко не все волонтеры, опекающие бездомных животных. У нас на попечении почти 250 животных, в январе к ним присоединилось еще 30 собак, привезенных из Якутска, у многих из которых серьезные проблемы со здоровьем. 5 ветеринарных клиник Москвы сейчас заняты исключительно нашими подопечными. Несмотря на это, отказать 10-месячному псу, который может навсегда утратить способность двигаться, было невозможно. Наверное, спасти все нельзя, но попытаться точно стоит. Только увидев фото, я назвала пса Ленечкой. В первую очередь я записала его на МРТ и перечислила Медине деньги на покупку специального бокса для транспортировки самолетом. Несколько дней назад Ленечка прилетел в Домодедово. Пес оказался ласковым и нежным. 25-килограммовый малыш, несмотря на свои многочисленные проблемы, постоянно улыбался, словно понимая, что у него появился шанс на спасение. Ленечке больше не грозит усыпление, он стал частью нашей большой семьи. Найти место в стационаре было непросто, но у нас получилось, и очень скоро Ленечка отправится на обследование и лечение. Сложно прогнозировать, как сложится его жизнь дальше, но пока мы все надеемся на чудо и волшебные руки ветеринаров. Я мечтаю, что собака вновь поднимется на свои лапы и мы сможем найти ему любящую семью. Лечение предстоит длительное и дорогое, но Леня еще молод, а это существенно повышает шансы на успех. И Лене, и нам предстоит пройти трудный этап, но я верю, что впереди у него полноценная, наполненная любовью и заботой жизнь, а ради этого стоит приложить усилия.